Вот он, тот самый вкусный рецепт. Рецепт слоеного теста, который я теперь использую как универсальное, именно из рецепта торта «Наполеон». Он нравится абсолютно всем, а родные просто в восторге от него. Торт готовится достаточно легко, но главное здесь, конечно же, коржи. Именно им следует уделить особое внимание. Коржи невероятно воздушные, слоистые, сами так и распадаются. Если вы хотите его повторить, поверьте, у вас это получится, и ваши близкие оценят это. Торт «Наполеон» готовится из рубленого слоеного теста без уксуса с кремовой сливочной прослойкой. У каждой хозяйки, каждой семье есть свой фирменный рецепт торта «Наполеон», и у меня не исключение. С удовольствием делюсь своим любимым рецептом торта «Наполеон». Сколько бы всякой вкусной выпечки вы не приготовили, все равно торт «Спартак» останется самым вкусным и любимым десертом. Торт «Спартак» – излюбленная классика, но я хочу поделиться с вами рецептом необычного, а шоколадного медовика. Божественный вкус. Торт такой нежный, что тает во рту. Идеальное сочетание шоколадно-медовых коржей и шоколадной глазури. Этот торт что-то среднее между медовиком и Наполеоном. Тончайшие медовые коржи с шоколадным послевкусием, пропитанные сметано-сливочным кремом, точно не оставят вас равнодушными. Торт «Молочная девочка» – это супер нежный, вкусный десерт. У каждой хозяйки есть свой любимый рецепт торта, и у меня это «Молочная девочка». Это просто любовь с первого кусочка. Порадуйте семью, испеките торт «Молочная девочка», основой которого является сгущенное молоко, поэтому торт получается с нежным сливочным вкусом. Название этого рецепта пошло из Германии. Там раньше выпускали сгущенку, название которого переводится на русский язык как «Молочная девочка». Вкусный нежный тортик очень подходит к Новому году. Самый легкий и вкусный торт – крем со вкусом пломбира. Попробуйте обязательно, и вам понравится. Рецепт невероятно простого и вкусного медового торта без раскатки коржей, со сливочным маслом и сметаной. Безусловно, у каждого в голове рождаются свои ассоциации при слове «медовик», и споры о том, каким он должен быть, бессмысленны. Если посмотреть большинство рецептов, то они схожи между собой. Есть сироп из сахара и меда, есть яйца и мука. Меняются лишь пропорции и некоторые моменты приготовления. Я же выбрала именно такой рецепт, и для меня он самый вкусный и идеальный. Обалденный медовик с нежнейшим сметанным кремом. Тетя поделилась со мной этим рецептом, и я точно решила, что буду готовить на Новый год. Торт «Красный бархат» – это удивительное сочетание сочных и бархатистых коржей с нежным и гладким сливочным кремом. Американский Red Velvet Cake – эффектный, вкусный и очень сытный десерт, который при желании можно приготовить у себя дома. Один только разрез заставляет учащенно биться сердца многих сладкоежек. И плотноватое, одновременно мягкое кексовое тесто просто тает во рту. Он очень эффектно выглядит благодаря бисквиту красного цвета и потрясающему белому сливочному крему. Тортик мягкий, влажный, с бархатной текстурой, не требует пропитки, со сливочно-шоколадным вкусом. Попробуйте, не пожалеете. Вкуснейший торт Рафаэлло с миндальными коржами и пропитанный нежным кокосовым молоком. Совершенно неприторный и легкий. В сочетании кокосовой стружки и сливочным шоколадным кремом, можно сказать прямо, это шедевр. Выпечка с кокосом очень вкусная, нежная и освежающая. Мой торт Рафаэлло – это домашняя вариация на тему всеми любимых конфет, максимально достоверная, насколько это возможно при использовании доступных ингредиентов, и простая в исполнении. Это беспроигрышный вариант для подачи на праздничный стол. Это просто ореховое безумие, старинный венгерский торт Эстерхази, классический рецепт, на приготовление которого уйдет много сил и времени, но результат с лихвой окупит все затраты. Эффектный вид, нежные ореховые коржи, сливочный заварной крем с легким ореховым послевкусием. Осознание того, что вы прикасаетесь к высокой кухне, таков итог трудоемкого процесса. Конечно же, рецепт
оригинального торта держится в секрете, но люди каким-то образом узнали некоторые тонкости его приготовления, ведь все тайное однажды становится явным. Давайте попробуем приготовить классический торт Эстерхази в домашних условиях. Вы сами убедитесь, как это безумно вкусно. Итак, друзья, проверим, попал ли в список ваш любимый торт. Напишите, какой ваш самый любимый десерт.